Самые выгодные предложения в банке Тинькофф по премиальной карте Тинькофф Platinum. У Тинькофф Platinum много привилегий. Кредитный лимит до 700 тысяч рублей. Беспроцентный период до 55 дней. Год бесплатного обслуживания. А до конца месяца действуют огненные бонусы. Кэшбэк баллами 2000. За покупки в первый месяц на 5000. Кэшбэк баллами 3000. За покупки в первый месяц на 10 тысяч. Переходи по ссылке в описании и заказывай карту Тинькофф Platinum. Биться об заклад – это не только способ повеселиться, но и возможность проявить себя как более находчивого человека, либо же просто способ решить какой-либо важный вопрос. Ниже представлен список интересных пари, которые сыграли важную роль в истории. Если это все съедаю, я тебе бью 3 щелбана. Ну а если не съедаю, ты мне. Правильно? Ну... Жемчужный коктейль. Это пари можно назвать самым древним из известных. Оно состоялось между египетской женщиной-фараоном Клеопатрой и ее римским любовником Марком Антонием. Царица поспорила, что сможет за один ужин выпить вина на 10 миллионов сестерцев, а это немалое количество. Конечно же, Марк согласился. Однако у хитрой женщины были припасены свои козыри в рукаве. В самом начале ужина перед ней поставили бокал с винным уксусом, в который Клеопатра кинула свою дорогую серьгу с огромной черной жемчужиной. Карбонат кальция вступил в реакцию с уксусной кислотой, и под конец ужина образовавшийся коктейль вполне можно было выпить одним эффектным глотком, что царица и проделала. Марк Антоний признал ее победу. Этот опыт пытался повторить профессор Пруденс Джонс из университета Нью-Джерси, но результаты показали, что жемчужина растворяется около 24 часов. Он допускает, что египетская царица заранее замачивала свою сережку в уксусе, либо богатый ужин плавно перетек в завтрак. Пройти в Белый дом. Такое весьма странное пари заключил со своим тренером знаменитый американский баскетболист Шакил О'Нил. Пари заключалось в том, что спортсмен сможет без предварительной записи зайти к Обаме, просто остановив машину у ворот Белого дома. В условия пари также входил отказ от звонков, так как у баскетболиста были знакомые, работающие в охране президентской резиденции. Спор проводился на 1000 отжиманий. Итак, во время ближайшей поездки в Вашингтон Шакил отдал тренеру телефон, поймал такси и отправился штурмовать резиденцию президента. Баскетболиста узнали, но не пустили. Ему оставалось лишь оставить пост в Твиттере, только что не пустили в Белый дом. Почему? И отправиться выполнять проспоренные отжимания. Бальзаковские женщины. История данного пари больше похожа на забавную выдумку. Более того, никто из официальных биографов Оноре де Бальзака не подтверждает ее реальное существование в истории писателя. Как бы там ни было, случай, даже если он выдуманный, очень забавный. Известно, что Бальзак считался знатоком женщин, любил выдумывать на ходу биографии проходящих дам. И условием пари стали две совершенно непохожие девушки, шедшие перед Бальзаком и его другом на прогулке. Одна – блондинка, красавица с замечательной фигурой и отточенными движениями. Другая – плоская, неловкая брюнетка с невообразимой шляпой на голове. Бальзак предположил, что блондинка – коренная парижанка с истинно парижской походкой. Скорее всего, у нее несколько любовников. Она бездетна и ведет красивую жизнь. Брюнетка же англичанка. Вероятно, экономка. У нее один ребенок, плод ошибки юности, который живет у бабушки. Спорили на ужин в дорогом ресторане. Проигравший пари должен был раскошелиться и любезно угостить своего друга. Писатель без смущения подошел к дамам и познакомился с ними. Выяснилось, что блондинка немка, добропорядочная мать двоих детей, жена известного дипломата. Ну а брюнетка – коренная француженка, актриса весьма фривольного нрава. Бальзак еле смог отвязаться от новых попутчиц, его ждал прекрасный ужин за его счет. Лунное пари.
Данный спор больше напоминает ставку, которую рискнул сделать Дэвид Трелфелл, обычный лондонский служащий. В тот момент, когда Нил Армстронг совершал свой гигантский шаг в истории человечества, искренне ликовала не только вся Америка, но и этот британец. А все потому, что за 9 лет до этого, в 1960 году, он пришел в букмекерскую контору с 10 фунтами и поставил на путешествие человека на Луну в ближайшие 10 лет. Ставки принимались 1 к 1000. Кстати, 10 фунтов в те времена довольно большая сумма, месячная зарплата рабочего равнялась 30-40 фунтам. Дэвид рискнул и после прилунения американцев купил роскошный спортивный автомобиль. К сожалению, в первый же год, опьяненный своим счастьем, Дэвид разбился на той самой новой машине. Он или она? Дипломатическая практика прошлых веков действительно полна сюрпризов. Так, история шевалье Деона де Бомона стала одной из самых известных благодаря огромному количеству пари, заключенных в ту пору. Этому господину удалось часть жизни провести как мужчина, а другую как женщина. В конце 18 века он проживал в Лондоне в образе известной французской аристократки, фехтовальщицы, наездницы и посетительницы всех светских салонов. Однако в городе все равно ходили странные слухи, и даже отсутствие растительности на лице и тонкие руки не смогли предотвратить большое количество пари, которые были заключены. Известно, что в 1774 году общая сумма, которую англичане поставили на кон ради установления пола де Бомона, достигла 120 тысяч фунтов. Но никто так и не смог при жизни известной дамы точно определить ее пол. Вопрос разрешился только в 1810 году, когда Деон умер. Заключение о его смерти ждали с большим нетерпением. Газеты сообщили, что это мужчина. Десятки тысяч фунтов поменяли хозяев при этом известии. Вокруг света. Филиас Фог, предлагаю пари. Если вы не сможете сделать этого, вы никогда больше не вернетесь сюда. Я принимаю ваше пари. Одно из самых известных в мировой литературе пари, Филиаса Фога, «Вокруг света за 80 дней», породило немало подражателей. Первой, кому удалось побить рекорд Фога в реальной жизни, была американская журналистка Нелли Блай. В 1888 году она отправилась по маршруту жюльверновского персонажа с маленьким чемоданчиком и 200 фунтами в кармане. Такую командировку для себя она попросила устроить своему редактору в News of the World. Публикация об этом послужила толчком для создания второго крупного пари «Вокруг света». Свою кандидатуру выдвинул журнал «Космополитен». Только вот девушка, решив объехать вокруг земного шара, двигалась в противоположную сторону от Нелли. В итоге было заключено пари, какая из девушек первой вернется обратно. Таким образом, 14 ноября 1889 года Нелли взошла на борт трансатлантического лайнера «Аугуста Виктория» и отправилась в путь. Она уложилась не только в 80 дней, но и прибыла в точку отправления на 8 дней раньше срока. Ее соперница из «Космополитен» пари проиграла. Забег с мясником. Одно из самых забавных пари произошло в Англии в 18 веке. В городе Брайтоне жил мясник по фамилии Буллок, известный своей полнотой, а также чрезвычайной находчивостью и остроумием. По соседству с мясником находилось поместье графа Берримора, молодого блестящего аристократа, увлеченного легкой атлетикой. Себя он считал одним из лучших спортсменов. Тем не менее, мясник бросил молодому графу вызов, а если точнее пари. Толстяк нагло заявил, что сможет обогнать молодого человека на 100-метровке, но на двух условиях. Он оставляет за собой право выбрать место и просит фору в 35 метров. Граф с улыбкой согласился на забавное предложение. Позже хитрость мясника была раскрыта. Он выбрал улицу Black Lion Lane, одну из самых узких в Великобритании. Молодой граф, несомненно, догнал своего соперника, но вот обойти его не смог. Кино за 10 секунд. Знаменитый итальянский писатель Тонино Гуэра наспор сочинил сюжет самого короткого фильма в истории кино. Причиной этого послужила фраза одного из его друзей, который сказал, что даже Гуэра не под силу создать полноценный фильм длиной в 10 секунд. Тем не менее, на следующий день сценарист принес такую зарисовку. Женщина смотрит телевизор. На экране трансляция старта ракеты. Идет обратный отсчет. 10, 9, 8... 7. Мы видим ее лицо, на котором отражается буря переживаний. На последних секундах она берет телефон, набирает номер и за стартом ракеты говорит в трубку: «Приезжай, он улетел». Нет предела таланту и совершенству. Модное пари. Данное пари заключил британский аристократ лорд Спенсер в самом начале 19 века.
Он считался бесспорным законодателем моды в лондонских салонах. Его уверенности в себе не было предела, и как-то раз он заявил, что может сделать со своим фраком что-нибудь дикое, например, обрезать фалды, после чего обещал появиться на балу в таком виде, уверяя, что все сочтут его наряд абсолютно приличным. Глупость светского общества и желание подражать известным личностям его не подвела. Спенсер не просто выиграл пари. Он ввел моду на укороченные пиджаки в талию, которые стали носить не только мужчины, но и женщины. Спенсеры их так называют до сих пор и надевают в качестве альтернативы смокингу. Черные дыры. Знаменитый британский физик Стивен Хокинг также не избежал национальной страсти, то есть повода поспорить. На протяжении жизни он заключил несколько пари, в основном по поводу черных дыр. В первый раз Стивен спорил со своим коллегой. Предметом спора стала черная дыра в источнике Лебедь X1. Стивен утверждал, что ее там нет. Ставкой была годовая подписка на Penthouse для оппонента Хокинга против 4-летней подписки на сатирический журнал Private Eye. Увы, дыра оказалась на месте, и пари выиграл любитель эротики. В следующий раз профессор Хокинг спорил о способности черных дыр бесследно поглощать информацию. Но и в этот раз он ошибся. В качестве ставки предусмотрительный профессор предложил всего лишь бейсбольную энциклопедию. Diaz in second. Here it comes from Stammen. This one is fair down the left field line and toward the corner.